Друзья, добро пожаловать на канал Фактограф. В этом видео мы поговорим о самых известных затонувших судах, которые стали не только жертвами стихии и человеческих решений, но и символами целых эпох. Каждая из этих судов хранит в себе удивительные истории, полные трагедий, приключений и невероятных открытий. От легендарного Бисмарка, что был одним из самых мощных и опасных военных кораблей в истории Германии, до загадочного Эндюранс, чьи останки исследователи только недавно нашли. Мы погрузимся в историю, раскроем причины их затопления и поговорим о том, какое наследие они оставили после себя. Приготовьтесь к погружению в глубины океана, где время остановилось. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь поехали! Эндюранс. В 2022 году мир потрясла хорошая новость. У берегов Антарктиды были найдены обломки затонувшего легендарного судна «Эндюранс». Команда ученых обнаружила его в море Уэдделла на глубине 3008 метров спустя 107 лет после затопления. Удивительно, но судно довольно хорошо сохранилось. Обратите внимание, на корме даже можно разглядеть надпись «Эндюранс». Но давайте отмотаем время назад. На борту Эндюранс под руководством исследователя Эрнеста Шеклтона стартовала научная экспедиция, целью которой было пересечение по суше всей Антарктиды. К сожалению, время было выбрано неудачно. Подойдя к окрестностям Антарктиды, Эндюранс дрейфовал почти 10 месяцев. В какой-то момент началось движение льдов, и судно зажало между глыбами. Команда на протяжении почти месяца пыталась привести Эндюранс в порядок, но в итоге Эрнест Шеклтон и 27 членов экипажа покинули судно. В феврале 1915 года Эндюранс ушел на дно. Сегодня затонувшее судно охраняется как историческое место. Его можно исследовать и снимать, но нельзя трогать или поднимать со дна. МС Mediterranean Sky. Судно длиной 164 метра было построено в 1952 году в Англии и первоначально называлось City of York. Роскошный пассажирский лайнер перевозил грузы и людей между Лондоном и Южной Африкой на протяжении почти 20 лет. В 1971 году греческая круизная компания Garageorgis Lines приобрела это судно, переименовав его в Mediterranean Sky. Состоятельные клиенты часто отправлялись в круизы в холодные месяцы из греческого города Патры в Венецию. Поездки были верхом шика, поскольку Mediterranean Sky мог похвастаться ультрасовременными каютами. Однако все хорошее когда-нибудь кончается. В 1997 году компания-владелица разорилась, и в 1999 Mediterranean Sky было оставлено у берегов греческого города Патры. Со временем судно начало набирать воду и в 2003 году перевернулось на бок. Сегодня вы все еще можете увидеть его полузатопленные обломки. СС Тистлегорм. Самый знаменитый затонувший корабль Красного моря находится на глубине 30 метров в проливе Губал, в 40 километрах от Шарм-эль-Шейха. Впервые Тистлегорм был обнаружен в марте 1955 года командой Жака Ива Кусто во время его экспедиции в Индийский океан. В 1993 году BBC сняли документальный фильм «Последний рейс Тистлегорма». С этого времени и по сегодняшний день затонувшее судно стало одним из самых популярных мест погружений для дайверов. Но давайте вернемся к его истории. Английский грузовой корабль СС Тистлегорм был построен в 1940 году. Во время Второй мировой войны он перевозил военные грузы для 8-й британской армии. В 1941-м Тистлегорм с экипажем 39 человек должен был доставить войскам в Северную Африку военное снаряжение. Судно завершало свой путь в водах Красного моря, когда немцы сбросили на него бомбы, подорвавшие взрывоопасный груз в трюме номер 4, в результате чего Тистлегорм разломился на две части, и именно колоссальный объем груза помог ему быстро уйти на дно. Джанис Ди. В апреле 1983 года Джанис Ди взял в югославском порту Риека груз древесины и направился на восток к Суэцкому каналу. Часть груза планировалось доставить в Саудовскую Аравию, а другую часть ждали в Йемене. Путь пролегал по северной части Красного моря через опасные коралловые рифы. Когда капитан отправился в свою каюту, чтобы немного отдохнуть, судно на полной скорости налетело на риф Шааб-Абу-Нухас. Левый борт разорвался, и Джанис Ди затонул в считанные секунды, так как трюмы сразу же наполнились водой.
Обломки постепенно развалились и погрузились на нынешнюю глубину в 25 метров на песчаном дне вокруг рифа. Весь экипаж смог спастись на близлежащем острове Шедван. Однако риф Шабу-Абу-Нухас давно уже снискал славу корабельного кладбища. В разные годы на рифе потерпело крушение несколько кораблей. Британский парусник «Карнатик» в сентябре 1969 года. Панамское грузовое судно «Кимон-М» в декабре 1978, греческие сухогрузы «Маркус» и «Крисоула Кей» в мае 1978 и в августе 1981. Почему и в этот раз никто не изменил курс, ведущий к гибели, остается загадкой. Мэри Роуз. Английскому судну «Мэри Роуз» около 500 лет. Это был огромный для своего времени 500-тонный четырехмачтовый парусный корабль с экипажем 200 человек. После его постройки английский король Генрих VIII поэтично назвал его самым чистым цветком из когда-либо плавающих кораблей. К 1545 году цветок успел поучаствовать в 3 войнах, увеличился в размере и был модернизирован. В этом же году корабль был атакован французским флотом возле острова Уайт. Английские судостроители немного перестарались, оснастив палубу массивными пушками. Из-за этого корабль получил слишком большое водоизмещение и низкую посадку в воде. На фоне крена от порывов ветра он зачерпнул воду нижней палубой и вскоре затонул. Говорят, что вместе с судном под воду ушло и 700 моряков. Затем местоположение Мэри Роуз было утеряно и найдено вновь лишь в 1970 году. К 1982-му британцы подняли обломки судна со дна, восстановили, и теперь его реконструкция выставляется в музее города Портсмут. Донья Пас. Это трагическая история о том, как ничем не примечательный паром стал участником самого смертоносного кораблекрушения в истории. В 1987 году Донья Пас стал причиной гибели 4386 человек. Как же так вышло? Паром был построен в 1963 году на японской верфи и был рассчитан на 608 пассажиров. В 1975 году судно было продано на Филиппины. 20 декабря 1987 года Донья Пас вышла из порта Таклобан и взяла курс на Манилу. Уже в Таклобане на борт взошло более 1500 пассажиров. Приближалось Рождество, и всем хотелось сделать покупки, повидать родных и друзей перед праздником. Паром заходил во все порты, предусмотренные маршрутом, и брал всех людей, даже безбилетников. Конечно же, среди них было много женщин и детей. В ту роковую ночь капитан доверил управление паромом Юнге, а сам вместе с другими членами экипажа пошел смотреть телевизор и пить пиво. Такая халатность привела к плачевным последствиям. Донья Пас столкнулся с танкером «Вектор» в проливе Таблас. Мощный пожар охватил оба судна. Тысячи пассажиров оказались в ловушке внутри горящего парома. Оба судна в конце концов затонули и залегли в филиппинских водах на глубине 545 метров. Андреа Дориа. Этот красивый итальянский лайнер был построен в 1951 году. Судно было роскошным и считалось безупречным с точки зрения безопасности. Плавать бы ему доплавать. Вот только 25 июля 1956 года судно попало в густой туман. На борту находилось 1706 человек, видимости практически не было, и экипаж вел корабль вслепую. В ту трагическую ночь Андреа Дориа не смог разойтись со шведским трансатлантическим лайнером «Стокгольм». Оба судна в результате столкновения получили сильные повреждения. Но «Стокгольм» оказался крепче и остался на плаву, в то время как удар буквально разорвал корпус итальянского лайнера на части. Андреа Дориа начал тонуть. В результате столкновения 49 человек на обоих судах погибли. Однако точная причина столкновения остается предметом споров. Одни обвиняют плохую видимость в густом тумане, а другие указывают на навигационные ошибки и отсутствие связи между двумя кораблями. Индианаполис. Тяжелый крейсер «Индианаполис» размером с 2 футбольных поля был построен в 1931 году. За время Второй мировой зарекомендовал он себя как одно из самых грозных боевых судов США, которому удивительным образом удавалось уворачиваться от обстрелов японцев. До поры до времени, конечно же. 30 июля 1945 года японская подводная лодка Ай-56 торпедировала американский крейсер «Индианаполис». Ровно через 12 минут после столкновения с торпедой крейсер
Содрогаясь под бешеным напором воды, врывающийся в громадную пробоину ушел на дно. 300 из 1196 членов экипажа утонули вместе с кораблем, а остальные оказались в открытом море. Но то, что этим людям пришлось пережить дальше, даже врагу не пожелаешь. Моряки умирали от обезвоживания, гипотермии, некоторые сходили с ума или подолгу находились в бреду, наглотавшись разлитого топлива с поверхности воды. Многих растерзали акулы. Помощь пришла только 2 августа. Прибывшим спасателям удалось поднять лишь 321 моряка, а обломки Индианаполиса остались на дне Тихого океана на глубине свыше 5400 метров. Лузитания. Еще одна известная морская катастрофа пассажирского судна и военное преступление Первой мировой войны. Лузитания развивала довольно высокую для своего времени скорость. Имела двойное дно, водонепроницаемые переборки, но это не спасло ее от страшной катастрофы. Немцы подозревали Лузитанию в доставке нелегальных военных грузов из нейтральных США в Великобританию, что делало ее законной добычей для немецких подводных лодок. 7 мая 1915 года у побережья Ирландии подводная лодка Ю-20 атаковала Лузитанию. Послышались 2 мощных взрыва. За 18 минут судно ушло на дно и унесло с собой более 1000 человек. Большинство погибших были этническими ирландцами. Среди жертв 128 граждан США. Историки предполагают, что именно торпедирование Лузитании подтолкнуло США объявить Германии войну и присоединиться к Союзу Антанты. Место крушения судна было обнаружено в 1935 году в Кельтском море, в 19 километрах от берегов Ирландии. Бисмарк. Линкольн Бисмарк – корабль-легенда, один из самых известных боевых кораблей в мире. Судно ценили даже враги, называя его шедевром военного судостроения. Однако прожить этому шедевру судилось всего несколько месяцев после спуска на воду. 18 мая 1941 года линкор вместе с тяжелым крейсером «Принц Юджин» отправился в свой первый и последний боевой поход. 2 этих корабля должны были всадниками апокалипсиса пронестись по Атлантике, нарушив судоходство и разорвав английские коммуникации. Но что-то пошло не так. В мае 1941 года британские военные успешно атаковали Бисмарк. По иронии судьбы, крупный и современный корабль оказался легкой добычей стареньких британских торпедоносцев. Не имея шансов ни на победу, ни на бегство, команда решила открыть Кингстоны и затопить корабль. Бисмарк ушел под воду 27 мая в 10 часов 39 минут утра, встав на дне на ровный киль. Из 2200 членов экипажа Бисмарка удалось спасти всего 116 человек и корабельного кота со счастливым именем «Непотопляемый Сэм». Останки затонувшего военного корабля нашли в 1989 году на внушительной глубине в 4700 метров. Ну и как может существовать подборка самых известных затонувших судов без легендарного «Титаника»? Однако о крушении этого роскошного лайнера мы уже рассказывали в нашем видео о самых жутких трагедиях. Переходите по прикрепленной ссылке и смотрите. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр и не забудьте поделиться в комментариях, история какого кораблекрушения тронула вас больше всего.